Ох, ребят, знаете, что это такое? Это не просто флешка, это UFSD флешка со скоростью чтения до 400 мегабайт в секунду, вы не ослышались, а это ни много ни мало около 3 гигабит флешка, и эта флешка на 256 гигов от Orica, при этом по очень и очень приятной цене. Это не старые флешки, это реально на которых можно даже винду таскать, грубо говоря, установить. При этом это Type-C, есть Type-A, можно использовать со смартфоном, можно переносить со смартфона на любой компьютер по типу MacBook, простого бука и тому подобное. Поэтому, ребят, с обзором Orica UFSD флешка на канале Технозон. Поехали! Воу, мы на Алиэкспрессе, и сейчас вы мне зададите вопрос, что же такое UFSD, я вам объясню. Это новый формат флеш-памяти, который пришел на смену eMMC, он конкретно быстрее, он конкретно лучше, и скорость там действительно в среднем достигает до 400 мегабайт в секунду, в зависимости от того, как производитель реализовал эту самую память. В случае с Orica это, конечно, получилось очень даже неплохо. Теперь, стоит она на текущий момент 256 гигов 43 бакса. Ссылки на проверенного продавца в описании под видео, а на Type-A стоит столько же. И там скорость тоже не заявляет до 411 мегабайт в секунду, а запись до 350. То есть вы можете выбирать либо Type-C, либо Type-A. 512 гигов стоит 78 баксов, что в принципе очень даже неплохо. Для такого, это, представляете, это вместо, грубо говоря, внешнего жесткого диска или внешнего SSD по такой же скорости, как простой SSD-шник. Вы можете фильмы на него качать и использовать со своим ТВ-боксом как минимум. Давайте посмотрим, что они тут рассказывают. Ну, во-первых, у него покрытие, знаете что, для себя открываю, вы увидите, конечно, это все вблизи. Она металлическая, у нее есть шикарный ремешок. Колпачок, конечно, пластиковый, а сама она... Да, слушайте, металл алюминиевый или какой оно сейчас? Необходимо использовать, конечно, знаете, как алюминий и кожа. Тут такие вставочки, алюминий и кожа, ну, не знаю, это как под дизайн. Посмотрим, что они тут нам показывают. Смотрите, UFSD Ultra Fast. Слушайте, вообще прикол. Металл и кожа. Прикол. 1 гигабайтный файл за 3 секунды. Слушайте, я сейчас буду это пробовать. Лена, а ну-ка прозрачку нам давай. Там есть переходник еще и на Type-A. Сейчас на всех типах попробуем. Еще и к смартфону запердолим. Так, теперь... перенос информации. Слушайте, это пришло на смену, по сути, простым вот таким вот SSD-диском. То есть зачем мне таскать вот такой вот SSD-диск в таком кейсе, если я могу взять вот такую вот флешку на UFSD. Смотрите, есть у нас различные модели. Ну, это UFSD-C. И все, в принципе, тут больше ничего нет. Есть замеры скорости. Есть даже тесты стабильности. Ой-ой-ой. И температуру нагрева. Ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик. Очень крутая тема. Сейчас будем тестировать, а потом сделаем выводы. Подключаем нашу флешечку к USB. Я уронил колпачок. Ну и черт с ним. Слушайте, во-первых, она компактная. Она ко мне влезла вот между... Это в ультрабуке. Я сейчас вам специально фотку даже сделаю. То есть вот таким вот образом выглядит. Смотрите, папка пустая. Сразу у нас на диске, ну сейчас смотрим, 256 гигов, 238 это если в пересчете на 1024 делить. Кто не знал, что 1024 это 1 гиг? Так, дальше. Сейчас нам нужны большие файлы. Нужны большие файлы, их есть у меня. Один из моих проектов, 3 гига файлик, копируем и смотрим. 250, ну мы сейчас еще в синтетике посмотрим, тут еще может быть зависеть, знаете от чего? От Type-C вашего компа. Дело в том, что у меня может быть не Gen 1, то есть не USB 3.2, то есть у меня может быть он немножко ниже уровнем, поэтому тут тоже нужно понимать. А ну сейчас сюда переместим, сейчас погоняем чуть-чуть. 316, 320, 326. Просто невероятно. Слушайте, вы когда-нибудь флешку видели на такой скорости? С таким ровным копированием, которое не нужен даже кэш для того, чтобы там обеспечить какой-то момент. Сейчас мы попробуем Crystal Disk Mark. Слушайте, я прям впечатлен. Так, нет, это у нас не NVMe диск. Это у нас диск E. И стартуем, посмотрим.
Ой, а пока делаю, мне интересно, кстати, посмотреть, знаете что, ее температуру, если оно даст, в принципе. Потому что на текущий момент, ну, вы видите, скорости 379. Так. Оно не определяет его как диск, поэтому температуру мы не посмотрим. Слушайте, ну скорости 379. Это чтение, это 380 даже мегабайт на секунду, запись 338, в непрямом чтении 350, короче, и в рандомном чтении 18.6, 15.75, это как SATA диск. Как SATA диск. Давайте сейчас попробуем. Закрываем это дело. И, короче, я вам скажу, очень даже крутая тема, поэтому я готов проходить, резюмировать данное видео. Ну, Type-C просто топ. Type-A не советую, Type-C, ну, короче, ребят, в качестве резюме скажу, как Type-C, допустим, при перемещении данных с вашего MacBook на, допустим, на другой, там, на iPhone, на текущий момент 15 Pro Max есть уже поддержка вот таких вот дел. Допустим, перемещение с вашего смартфона на компьютер, просто перемещение с компьютера на компьютер. Для использования в TV-боксах вы можете Type-A брать, если вы подключите его к USB 3, у меня здесь USB 2. То есть данная штука очень универсальна, она стоит своих денег, металл плюс кожа, но это не кожа. Нет, это кожа, слушайте. Это кожа. Я только что так царапнул, это кожа. Металл плюс кожа, да и стоимость, я вам скажу, для такого диска абсолютно невысока. Поэтому мы рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.